Семья Ульяновых. Рассказ Анна Ильинична Ульянова-Елизарова. Александр, а следом за ним Анна Ульяновы приехали в Петербург в то время, когда город был глубоко взбудоражен. Только что в Париже умер Иван Сергеевич Тургенев. Согласно его последней воле, он должен был быть похоронен на литераторских мостках Волково кладбище, рядом с Белинским, 26 сентября 1883 года. Гроб прибыл в Петербург. Никогда Россия не видала таких похорон, такой открытой скорби о скончавшемся писателе. С самого утра 27 сентября громадные толпы стояли вдоль улиц, по которым должен был последовать траурный кортеж, растянувшийся на 2,5 версты. Как невелика была похоронная процессия, она была с обеих сторон сжата кольцом казаков, ведь хоронили неодобряемого правительством неугодного ему писателя. Полицейские наводняли и улицы, и кладбище, куда пропустили очень немногих. Среди тех, кто заполнял в этот день петербургские улицы, были Анна и Александр Ульяновы. Они пытались прорваться на кладбище, но полицейские их оттеснили. Потом они слышали со слов тех, кому удалось присутствовать при погребении, какое тягостное настроение там было. Когда сейчас вчитываешься в воспоминания Анны Ильиничны, то чувствуешь, как неумолимо сгущаются те впечатления бытия, которые не могли не толкнуть Александра на неравный бой. И понимаешь, что брат и сестра, попав впервые в жизни на художественную выставку, сильнее всего были взволнованы картинами Верещагина, выражавшими на великом языке искусства страстный протест против войны. На шибке все спокойно, с фигурой часового, заметаемо снегом, и другой панихидой над полем, усеянным трупами павших. И понимаешь также, что из всех осмотров достопримечательностей Петербурга наибольшее впечатление осталось у них от осмотра Петропавловской крепости. Тупоголовое начальство каждое воскресенье открывало ворота крепости, полагая по недостатку сообразительности, что главным желанием посетителей было поклонение могилам русских императоров. Но брат и сестра Ульяновы стремились к иному. Для них Петропавловская крепость была русской Бастилией, в которой томились и закончили свой земной путь борцы за великое дело свободы. Пройдя через мостик, Александр и Анна оказались в крепости, погруженные в зловещее молчание, нарушаемое только бряцанием оружия и окликами караула. Это было первое для нас дуновение тюрьмы, писала впоследствии Анна Ильинична. Они вышли из крепостных ворот и оглянулись. Было часа 4 дня. Над Невой нависли низкие тучи. Моросил дождь, подхлёстываемые резкими порывами ветра. Подавленные шли они вдоль решетки летнего сада. Грудь словно сдавила камнем. Взглядывая на Сашу, Анна шагала рядом с ним, чувствуя, как глубоко переживает он все только что увиденное. У Анны Ильиничны процесс приспособления к петербургской жизни протекал нелегко. Больше всего ей мешала природная застенчивость, очень способная, успевшая изучить ко времени своего поступления на курсы французский, немецкий и английский, овладевшая уже началами итальянского и болгарского. Она обладала обширными для своего возраста знаниями. Память у нее была исключительная.
свои любимые поэтические произведения «Железную дорогу», «Мцыри», Евгения Онегина, «Орлеанскую деву» она знала наизусть. Знала наизусть и целые страницы Белинского, Писарева, Добролюбова. Бестужевские высшие женские курсы, говоря словами одной из слушательниц, народоволки Ивановской, были основаны на строго демократических началах. На этих курсах создавались кружки, участники которых нередко потом шли в революцию. Неудивительно, что над курсами нависла угроза. Правительство намеревалось их закрыть. Такая же угроза нависла и над любимейшим журналом передовых людей того времени, над отечественными записками. Правда, бестужевские курсы удалось отстоять. Прогрессивная часть русского общества, особенно молодежь, с острой болью восприняла запрещение отечественных записок. Салтыков-Щедрин потерял трибуну, с которой выступал с грозными обличениями власть и деньги имущих. Мы ощущали очень горестно, что наш любимый писатель вынужденно умолк, что орган его закрыт. Но чем могли мы в то время выразить ему сочувствие, вспоминала потом Анна Ильинична. Все формы общественного проявления были тогда закрыты. Единственно признанным было принесение приветствия в традиционный день именин. В канун 7 ноября 1885 года к Анне Ильиничне пришел товарищ Саши, студент военно-медицинской академии, с предложением организовать на бестужевских курсах депутацию к Щедрину, который болен и чувствует себя одиноким и всеми забытым. Такие же депутации должны были прийти к Щедрину и от других высших учебных заведений. Застенчивость Анны Ильиничны как рукой сняло. Она тотчас набросала проект адреса. На следующий же день собрала курсисток. Проект был принят. Вместе с делегацией курсов она отправилась на квартиру к Щедрину. Увидеть его девушкам не пришлось, они лишь услышали стоны из его комнаты. А на следующий день директриса курсов Стасова вызвала к себе Анну Ильиничну и рассказала, что она видела Щедрина, и он выразил благодарность курсисткам за их адрес, который показался ему самым прочувственным из всех им полученным. Когда Анна Ильинична рассказала Саше о посещении Щедрина и разговоре со Стасовой, он спросил: «Это ты написала адрес?» «Да, его написала я». И в следующем, 1886 году, Анна Ильинична была вновь избрана в состав делегации, посетившей Щедрина в день его именин. На этот раз в делегацию был избран также и Александр Ильич. Первые 3 года учебы брат и сестра Ульяновы жили обычно неподалеку друг от друга и старались быть вместе каждую свободную минуту. По старой симбирской привычке они усаживались с книгами у зажженной керосиновой лампы и проводили целые вечера, лишь изредка обмениваясь небольшими замечаниями. Но стоило Александру Ильичу чуть шевельнуться или поднять голову, он видел устремленный на него пристальный, полный нежности взгляд старшей сестры. Они полюбили Петербург, показавшийся им вначале столь чужим и неприветливым. Его снежную тишину, широкие улицы, робкую зелень, белые ночи, когда так хочется бродить вдоль набережных Невы. Летом они уезжали в Кукушкино. Как это всегда бывает, поражались тому, насколько выросли младшие дети. В начале 1886 года семья Ульяновых пережила тяжелое горе. Скоропостижно скончался Илья Николаевич. Это горе произошло как раз тогда,
когда Анна Ильинична приехала в Симбирск на рождественские каникулы. Хоронил его весь город, вся губерния. Весть о его смерти прокатилась по всей учительской России. После смерти отца Анна Ильинична хотела остаться с матерью, но Мария Александровна настояла, чтобы она уехала в Петербург и продолжала образование. Она поехала. Всю весну тосковала и болела, как не принуждала себя, не могла по-настоящему работать, слишком терзала горе. Не смогла собрать силы, чтобы сдать 2 последних экзамена, мучилась бессонницей, болела изнуряющей лихорадкой, приступы повторялись через 2-3 недели. Лето 1886 года было последним летом, в которое Александр Ильич приезжал домой. Анна Ильинична в каком-то предчувствии рокового будущего дорожила каждой минутой, которую она могла провести со старшим братом. Поверхностному наблюдателю жизнь брата и сестры Ульяновых по их приезде в Петербург осенью 1886 года показалась бы мало отличающейся от той, которой они жили в предыдущие годы. Однако даже на поверхности их жизни проглядывало и нечто новое. Они реже встречались, были не так откровенны между собой, как прежде. У Александра Ильича появился новый круг друзей и интересов, в который он не допускал сестру. Она не только знала об этом, сколько чувствовала своей любящей душой. Для Анны Ильиничны эти месяцы прошли в непрерывных терзаниях, не могла понять, почему Саша от нее отдалился. Новые друзья его нередко внушали ей чувство недоверия и тревоги. Однако однажды почувствовала она прежнюю близость со столь дорогим ей братом. Это было во время знаменитой демонстрации, посвященной памяти Добролюбова, в которой Анна Ильинична принимала участие, первой в ее жизни демонстрации. После демонстрации Анна Ильинична стала чаще бывать на квартире брата. Сидя вместе с несколькими товарищами в большой комнате за круглым столом, она надписывала адрес на конвертах, в которых рассылалось обращение к обществу по поводу расправы с демонстрацией. Потом разносила эти письма и бросала в почтовые ящики. И чувствовала все время, что рядом с ней происходит нечто таинственное и непонятное, к чему она не имеет доступа. То в квартире Саши появлялся новый незнакомый Анне Ильиничной человек, и они, уединившись, тихонько беседовали о чем-то, то Саша поспешно уносил со своей квартиры какой-то тщательно завернутый в бумагу предмет, по форме напоминающий ружье. В ответ на свои вопросы она слышала односложные и уклончивые объяснения. Когда она входила в комнату, то разговор там тотчас же прекращался. Все это наполняло Анну Ильиничну смутным беспокойством, но она была, по ее собственному признанию, так далека от мысли, что готовится террористический акт, да и сам Саша проявлял такое спокойствие, что неясная тревога потонула в других впечатлениях. В феврале то, что Анна Ильинична называет в своих воспоминаниях нервной беготней, прекратилось. Казалось, что Александр Ильич полностью ушел в науку. Правда, он предупредил как-то Анну Ильиничну, что она получит предназначенную для него телеграмму. Телеграмма эта пришла ночью. Странная телеграмма, отправленная из Вильно, с незнакомой подписью «Петров» и загадочным текстом. Сестра опасно больна. Утром Анна Ильинична побежала к брату. Текст телеграммы означал, что из Вильна в Петербург выехал человек, который везет азотную кислоту и стрихнин для готовившегося покушения на царя. Словно спугнутый разговором с сестрой, спросивший, что же означает эта телеграмма, Александр Ильич
ушел в себя, и на лице его выступило что-то отчужденное, неуловимое, отделявшее их в последнее время друг от друга. Еще раз подойдя вплотную к разгадке, она ничего не разгадала. Неизвестность ее мучила. Особенно пугали неожиданные, незнакомые прежде поступки брата. Однажды он не ночевал у себя, как проговорился один из новых его друзей. Саша что-то гектографирует или печатает. Она боялась расспрашивать о чем-либо брата, но все же изредка, не выдержав, задавала ему вопросы и всегда, словно на скалу, наталкивалась на его твердое молчание. Чувствуя, что брату грозит неведомая ей беда, она металась, пробовала разговаривать о нем с близкими друзьями, не спала ночей. Сидеть над книгами у нее не хватало сил. В пятницу, 27 февраля, она поехала в деревню Волково, чтобы послушать там урок учителя народной школы. Но слушала невнимательно и быстро ушла. Проходя мимо Волкова кладбища, заглянула туда. В то время она и думать не могла, что здесь суждено покоиться ее сестре, матери, мужу и ей самой. Вся в слезах долго бродила среди могил. На обратном пути заблудилась. С трудом найдя дорогу, вышла на петербургскую сторону и вдруг увидела Сашу. «Откуда ты?» — спросил он. Узнав, что с кладбища, удивился. Что-то пробормотал и пошел своим путем. Это была их последняя встреча. В воскресенье 1 марта Анна Ильинична хотела зайти к нему с утра. Накануне не застала его дома, но узнала, что он уже ушел. Весь день бродила по городу. Погода стояла весенняя, солнечная. Но тревога за брата не покидала. Вечером она снова побежала к нему, уверенная, что на этот раз непременно его застанет. Подходя к дому, увидела, что окна его квартиры ярко освещены. Очень обрадовалась этому. Значит, дома, и она сейчас его увидит. Поднялась по лестнице, позвонила. Дверь резко распахнулась. 2 дюжих полицейских схватили ее под руки и втащили внутрь. В комнате все было вверх дном. Шел обыск, первый из многочисленных обысков, которые она видела на своем веку. Спросила, что случилось, но ей не ответили. Ничего не зная, ни о чем не догадываясь, она не понимала всей серьезности происходящего и уж никак не допускала мысли, что и сама будет арестована. Но полицейские повели ее на квартиру, где она жила. Там снова обыск. Больше всего поразили Анну Ильиничну те предосторожности, с которыми была забрана хранившаяся в ящике комода инфузорная земля, привезенная Сашей из Кукушкина. Дальше ее ждал обычный в таких случаях путь – охранное отделение на Гороховой улице, а сутки спустя – предварилка, как именовали тогда дом предварительного заключения. И тут для Анны Ильиничны потянулись дни и ночи и дни, заполненные только одним – что же произошло, почему арестован Саша, что его ждет. Пристав, который вез ее на извозчике из охранки в предварилку, ругал студентов, что они, мол, снова бунтуют, и назвал имя Генералова, который по его, пристава, словам бросил бомбу в царя, но был схвачен, а теперь где сажают всех его знакомых. Навсегда запомнился ей страх, который она испытала, услышав имя Генералова, ведь это был знакомый Саше, она не раз видала его на Сашиной квартире. Анна Ильинична даже не заметила, как извозчик подъехал к предварилке, как, скрипя на ржавых петлях, растворились ворота тюрьмы и длинным коридором, где так гулко звенят шпоры, ее провели в одиночную камеру.
напряженно разматывая в своем мозгу клубок минувших событий, встреч, разговоров, всего неясного для меня. В поведении Саши я стала понимать с ужасом, леденящим мне душу, что тут дело не в одном знакомстве, а в активном участии. Первый же допрос утвердил меня в этом мнении. Вскоре приехала в Петербург Мария Александровна, которая добилась разрешения на свидание с арестованной дочерью, а потом и с сыном. Грустная, но владевшая собой, она несколько успокоила всем своим видом Аню. Во время одного из свиданий на вопрос об Александре Ильиче она лишь сказала «молись о нем». Но Аня не поняла тогда смысла этих слов. Анна Ильинична была освобождена из тюрьмы 11 мая, в третий день после казни брата. Она подлежала высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на 5 лет, о чем уже был поставлен в известность иркутский губернатор, и по прибытии в Иркутск отправлена в определенные пункты с учреждением так гласного полицейского надзора. Местом ссылки был определен город Киренск Иркутской губернии. У ворот тюрьмы Анну Ильиничну поджидал дальний родственник семьи, Песковский. Он рассказал всю правду о судьбе брата. Волна отчаяния пронизала ее. Песковский просил ее совладать с собой ради матери. Она старалась, но по воспоминаниям ее, скорее мать была ей поддержкой, чем она поддержкой матери. Несколько дней спустя в департаменте полиции Анне Ильиничне вручили последнее полученное ею письмо брата. Он просил у нее прощения за горе, которое причинил ей и матери. «Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно», — писал он. «От всей души желаю тебе всякого счастья. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя». Только тот, кто пережил гибель близкого человека, поймет невыразимую боль, которую испытала Анна Ильинична, когда получила это письмо. Мария Александровна словно окаменела, без тона, без звука несла свое горе, заботилась об Ане, хлопотала, что в Восточную Сибирь ей заменили ссылкой в места не столь отдаленные. Добилась этого. Министерство внутренних дел вынесло решение о смягчении наказания и высылке Анны Ильиничны под гласный надзор полиции в деревню Кукушкино Лаишевского уезда Казанской губернии. Приехав вместе с матерью в Симбирск, Анна Ильинична оставалась там недолго. Ее торопило жандармское предписание, по которому она определялась на жительство в Кукушкино. Следом за ней в конце июня в Кукушкино приехали, распродав почти все, Мария Александровна, Владимир и другие члены семьи. Ближе к осени они уехали в Казань. Анна Ильинична осталась в Кукушкине. Как не похоже было для нее теперешнее Кукушкино, понурившееся в октябрьском тумане, на Кукушкино времен ее детства и юности. Холодные ветры сдули с деревьев последнюю листву, по небу неслись серые дождевые тучи, только шорох дождя и дальние переклики улетающих птичьих стай нарушали безмолвие. Единственная надежда ее теперь — литературная работа еще при жизни. Саше она писала стихи и небольшие рассказы, которые он хвалил. В тюрьме ее потянуло к стихотворству. Кукушкине она написала несколько сказок и стихотворений, которые послала в детский журнал. Наступил декабрь, лед сковал реки, на землю лег снег. В тиши зимнего леса лишь подпискивали синицы, перелетая с ветки на ветку, да деловито постукивала по коре деревьев дятел. И вдруг эту однообразную музыку прервал все приближавшийся звук колокольчика. Анна Ильинична, накинув платок, выбежала на крыльцо. Подкатила санная кибитка,
Из нее выпрыгнул одетый в овчинный полушубок Володя. Следом за ним младший брат и сестра и Мария Александровна. Дело в том, что Владимира Ильича, поступившего осенью в Казанский университет, арестовали за участие в студенческих беспорядках и отправили в ссылку в Кокушкино. Владимир Ильич поселился во флигеле, где стоял книжный шкаф его дяди, человека начитанного и образованного. В старых журналах было много статей по общественным вопросам, которые Владимир Ильич жадно читал. Он много бродил по лесам, охотился, думал. Анна Ильинична была все время с братом. С огромным интересом наблюдала за его умственным и духовным ростом. Поражалась тому, как быстро он мужал, невольно сравнивала его со старшим братом, столь непохожим и в то же время схожим. Отыскивала общие для них обоих черты и старалась определить их различия. Будущее представлялось пока туманно, ясно было одно — ее ждет работа, к ней надо готовить все свои силы. Примерно за год до ареста и гибели Саши в жизнь Анны Ильиничны вошел новый человек – Марк Тимофеевич Елизаров. Знакомство с ним произошло как бы по цепочке. Сперва его узнал Саша, встретившись в студенческом землячестве. Потом Саша познакомил с ним сестру. Скрытая, как всегда, там, где это касается ее самой, Анна Ильинична почти не рассказывает о Марке Тимофеевиче. Впервые она упоминает о нем лишь в связи с Добролюбовской демонстрацией, и даже в переписке с подругой Надей его имя называет не раньше, чем через год по приезде в Кокушкино. Уже к моменту ареста Анны Ильиничны родные и друзья смотрели на Марка Тимофеевича и на нее, как на жениха и невесту. Марк Тимофеевич Елизаров не случайно вошел дорогим и полноправным другом в семью Ульяновых. Был он личностью весьма и весьма незаурядной. Сын крепостного крестьянина, только что получившего волю, он родился в 1863 году в деревне Бестужевке Самарской губернии. С детства проявил выдающиеся способности, кончил деревенскую школу, затем гимназию и в 1882 году 19 лет поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Благодаря успехам был освобожден от платы за учение, иначе не смог бы довести свои университетские занятия до конца. Наряду с математическими он обладал исключительными способностями к игре в шахматы. Будучи лишь любителем, выиграл во время сеансов одновременной игры партии у самых сильных, прославленных шахматистов его времени – Михаила Чигорина и Эммануила Ласкера. Арестованный по делу 1 марта 1887 года, к которому не имел никакого отношения, он не отрекся от своей любви, открыто признал Анну Ильиничну своей невестой и отныне разделял все нелегкие испытания, которые выпали на долю семьи Ульяновых. Осенью 1888 года власти, придержащие, разрешили Анне Ильиничне провести 4 месяца в Казани. Болела и нуждалась в лечении. Как писала она все той же подруге Наденьке. Там она ожила и оценила культурную жизнь, уют. Беспокоило ее душевное состояние Владимира. Брат тоскует. Его и за границу не пустили и вообще косятся очень. Не знаю, что будет. Несколько времени спустя Владимиру Ильичу давно было разрешение переехать в Казань, однако восстановление в университете отказано. Анна Ильинична продолжала жить в Кокушкине. Но к весне Мария Александровна добилась для нее разрешения переехать вместе со своей семьей на хутор
Алакаевку Самарской губернии. Туда же приехал и Марк Тимофеевич. Тотчас после того, как Марк Тимофеевич помог Марии Александровне купить у Сибирякова небольшой хутор и участок земли, самарский губернатор послал об этом секретное донесение в департамент полиции. Такое же секретное донесение было направлено начальником Самарского губернского жандармского управления, сообщавшего 23 июня 1889 года, что 4 минувшего мая прибыла состоящая под гласным надзором полиции Анна Ульянова на хутор при деревне Алакаева. Вместе с ней прибыли ее мать, сестры Ольга и Марья, брат Владимир, состоящий под негласным надзором полиции, и бывший студент, сын крестьянина Марк Тимофеевич Елизаров, человек сомнительной политической благонадежности. С этим человеком сомнительной политической благонадежности Анна Ильинична Ульянова отныне связала свою жизнь. Чтоб обвенчаться, она, как состоящая под гласным надзором полиции, должна была подать прошение и, говоря словами рапорта уездного исправника, заявить о желании выйти в замужество за Марка Тимофеевича Елизарова. Ходатайство было удовлетворено. В конце июля состоялась свадьба. Несколько дней семья Ульяновых провела в давно неиспытанном ею простодушном веселье. Потом молодые решили съездить к родителям Марка Тимофеевича, жившим совсем недалеко. Причем Анна Ильинична поехала самоволкой. Но не тут-то было. Уездный исправник тотчас похватился и отдал предписание об розыске ее и подворении к матери в деревню Алакаевку. На зиму вся семья переехала в Самару. Анне Ильиничне потребовалась для этого санкция Министерства внутренних дел. В Самаре семья Ульяновых-Елизаровых продолжала оставаться под неусыпным надзором, гласным, а больше негласным. Причем в надзоре этом участвовали все органы полицейского государства. Переезд Анны Ильиничны и всей семьи Ульяновых в Москву внешне выглядел как чисто семейное дело. Срок ссылки Анны Ильиничны кончился. Марк Тимофеевич получил хорошее место в управлении Московско-Курской железной дороги. Младшие дети нуждались в продолжении образования. Истинная причина переезда была иной. Как не беден биографический материал, которым мы располагаем для изучения жизни Анны Ильиничны, вообще и московского периода в частности, мы можем с полной уверенностью утверждать, что она к моменту переезда в Москву была политически и теоретически подготовленной, марксистской, столь же последовательной и непреклонной в своих убеждениях, как и ее братья. Естественно, поэтому, что в Москве она быстро установила связи с марксистским революционным подпольем и приняла участие в его работе. Сначала Анна Ильинична занималась по преимуществу переводами массовой литературы. Перевела драму Гаутмана «Ткачи», изданную на гектографе. Сделала популярное изложение книги Дементьева «Фабрика. Что она дает населению и что она у него берет». Книга эта представляла собой итог статистического обследования фабрик и заводов Московской губернии. В ней были отображены условия труда, заработка и быта московских рабочих. На богатом фактическом материале она показывала, что, вопреки тому, что утверждали на сей счет народники, в России существует рабочий класс, состоящий из наемных рабочих, живущих целиком на заработную плату, причем многие работают на фабриках уже во втором и третьем поколении.
Книга Дементьева давала пропагандистам огромный материал. Анна Ильинична сделала из нее небольшую, насыщенную фактами брошюру, которая распространялась в рукописи. Большое место в работе Анны Ильиничны занимала переписка и личные встречи с Владимиром Ильичем. Под видом семейных отношений осуществлялась связь петербургской марксистской организации с московской. Владимир Ильич не раз приезжал в Москву. Лето 1894 года он прожил у Елизаровых в Кузьминках, которые были тогда дачным поселком. Там он закончил книгу «Что такое друзья народа» и как они воюют против социал-демократов, передал ее для печатания на гектографе Ганшину. Квартира Елизаровых сделалась центром притяжения московского революционного подполья, благодаря чему она попала в поле зрения московской охранки. Ибо, как остроумно отмечал старый народоволец Анненков, в России избежать его полицейского надзора мыслящему человеку было так же трудно, как младенцу самовольным образом избежать крещения. Получив в 1899 году от начальника Московского жандармского управления Шрамма запрос о семье Ульяновых, начальник московской охранки Зубатов писал, подводя итоги того, что было известно охранке: семья эта имеет революционные традиции, все члены ее отличаются крайне вредным направлением. Так братья ее Александр казнен в 1887 году за участие в террористическом заговоре. Владимир сослан в Сибирь за государственное преступление, и Дмитрий недавно подчинен гласному надзору полиции за пропаганду социал-демократических идей, а сестра Анна, состоящая, как и ее муж, ее Марк Тимофеевич Елизаров, под негласным надзором полиции ведет постоянные сношения с заграничными деятелями. Характерно письмо, написанное иносказательным языком, словами «пожары», «духота», «эпидемия». В нем обозначены аресты. Автор его М.Т. Елизаров, адресат Скляренко, дата 21 октября 1896 года. «У нас в Москве лето было довольно грустное», — пишет Елизаров. «Были пожары, но только на окраинах. Удивительнее всего то, что люди умирали, а их же столько же, если не больше. Во время сильной эпидемии летом одному старцу сказали, закаленному врагу друзей народа, что вся рыба в реке вымерла, а он хотя бы глазом моргнул, даже улыбнулся и говорит: ну что же, рыба умерла, икра осталась, так вот и с людьми». В этом старце, закаленном враге друзей народа, мы без труда узнаем Владимира Ильича Ленина. В другом своем письме на имя Халаянца Елизаров пишет о Владимире Ильиче, которого называет брудер, брат. В то время Владимир Ильич сидел в доме предварительного заключения в ожидании приговора и работал над книгой «Развитие капитализма в России». Были громадные эпидемии, такие, что и вымолвить трудно. Наши живут в Питере, ждут финала, надеясь, что ноябрем все кончится. Брудер чувствует себя отлично, работает над капитальной статьей о внутренних рынках. До последнего времени все собирал материалы, но теперь засел писать, боится, что не кончит к окончанию предварилки. Наши пишут в Питере. Это Мария Александровна и Анна Ильинична. На протяжении 90-х годов Анна Ильинична не раз отлучалась из Москвы. После ареста Владимира Ильича она несколько месяцев прожила в Петербурге, хлопотала по его делу, пыталась взять его на поруки, носила передачи, снабжала книгами, вела с ним переписку,
это та самая переписка химии, а попросту молоко, которое Владимир Ильич наливал в чернильницу из хлебного мякиша и по поводу которых шутил, что он съел за день 6 своих чернильниц. Много лет спустя, вспоминая эту полосу своей жизни, Анна Ильинична рассказывала, с каким нетерпением ждала она свиданий с братом. Как-то один из надзирателей даже подшутил над ней. «Я-то думал, что ты к милому бежишь, так летишь во весь дух, а ты-то к брату». «Мы говорили намеками», — писала Анна Ильинична в своей книге о Ленине, впутывая иностранные названия для таких неудобных слов, как стачка, листовка. Наберешь, бывало, новостей и изощряешься, как передать их, а брат изощрялся, как передать свое расспросить. И как весело смеялись мы оба, когда удавалось сообщить или понять что-либо такое запутанное. Вообще наши свидания носили вид беспечно оживленной болтовни, а в действительности мысль была все время напряжена. Надо было суметь передать, суметь понять, не забыть всех поручений. Но для того, чтобы все это сделать, чтобы набрать новостей, выполнить поручения, чтобы рассказать о таких неудобных вещах, как стачка и листовка, для этого надо было встречаться с подпольщиками, быть в курсе революционных событий столицы. И так оно и было. До нас дошло одно из писем Анны Ильиничны к Марку Тимофеевичу, отправленное из Петербурга в октябре 1896 года. Когда Владимир Ильич сидел в тюрьме, здесь концертов никаких еще не было, и вообще труппа довольно малочисленная и не сформированная все еще после лета. Вероятно, этот год будет менее музыкален, чем прошлый. Все пока скрипки настраиваются. Подставив на место тайнописи, то истинное значение, которое за ней скрыто, мы прочтем примерно такой текст. Здесь крупных открытых выступлений никаких еще не было, и вообще организация довольно малочисленная и не сформированная после летних арестов. Вероятно, этот год будет менее успешным для нашего дела, чем прошлый. Работа только начинает развертываться. Для подобного рода обобщений и выводов нужно было быть в курсе жизни петербургской подпольной организации, знать людей, знать их работу. Все это свидетельствует о том, что в период пребывания в Петербурге, когда ее главным и притом именно партийным делом была помощь Владимиру Ильичу в его работе и тюремной жизни, Анна Ильинична поддерживала самую тесную связь с деятелями Ленинского союза борьбы за освобождение рабочего класса, принимала участие в работе этого союза борьбы. Но есть тут и другая сторона, личная, психологическая. Мы помним ту девушку Анну Ульянову, которая всего за 9 лет до того переступила впервые порог дома предварительного заключения. Девушку, которая еще не имела революционного опыта, была потрясена арестом брата Александра и находилась во власти тревоги и горя. И вот прошло не так уж много времени, и перед нами революционер, умеющий анализировать работу крупнейшей подпольной организации того времени, оценивать людей, понимать их масштабы, видеть работу организации во всей ее реальности. В годы, когда Владимир Ильич находился в сибирской ссылке, Анна Ильинична вела с ним систематическую переписку. В нашем распоряжении по преимуществу письма, относящиеся к присылке книг и устройству литературных дел, если бы не внимательная помощь и забота Анны Ильиничны, ссылка оказалась бы для Владимира Ильича много тяжелее в материальном, а главное в моральном отношении. Но кроме этих легальных писем были и иные. Воспоминания о них Анна Ильинична рассказывала. Все более интересное не только партийное или нелегальное. Я, ездившая время от времени в Петербург, видавшая людей, приезжавшая оттуда из других городов, из-за границы, описывала Ильичу на наших белым на белом, то есть молоком или химией на бумаге.
На листах каталога, ненужных книг, последних страничках журналов, иногда даже не разрезанных, чтобы еще больше отдалить подозрения в возможности каких-либо шифрованных сообщений. Ни разу за все 3 года ссылки Ильича ни одно из таких писем не пропало, не обратило на себя внимания. Никто, кроме самых близких людей, не знал, каким образом идет переписка. Все имена, кроме того, шифровались. Помню, что я описывала стачки Московской и близлежащих губерний. Рабочие поднимались тогда по провинциям еще туго, каждая стачка была событием. Многие залегли в памяти. Так, на одной небольшой текстильной фабрике рабочие возмутились плутнями хозяина, тем, что он пускал в ход при перемерке сдельной работы воршин 17 вершков, и торжественно обрезали его. Большой подъем вызвала у меня стачка в гусе хрустальном. Помню, что я писала по поводу нее «Шевелится вся мужицкая Русь», и что Ильич с особенным удовольствием откликнулся на это письмо. Было среди этих писем одно, связанное с документом, который Анна Ильинична называет самым крупным, пожалуй, политическим фактом 1899 года. В один из ее приездов в Петербург, близко к петербургским марксистским кругам, Калмыкова передала ей нечто вроде манифеста, в котором излагались идеи небольшой группы лиц, призывавших к пересмотру учения Маркса. Анна Ильинична переписала его химическими чернилами и переслала Шушенская Владимиру Ильичу, озаглавив его «Кредо» – символ веры. По таким названиям этот документ и вошел в историю. Это было первое программное выступление русских ревизионистов, подхвативших идеи Эдуарда Бернштейна. То, что Анна Ильинична сразу и совершенно самостоятельно поняла истинное значение этого документа и тотчас сделала все, чтобы Владимир Ильич как можно скорее узнал об этом кредо, а также то, что она так точно его окрестила. Все это свидетельствует о зрелости ее марксистской мысли и остроте политического чутья. Моя совершенно отрицательная оценка этого писания как измышления досужих литераторов, отголоски которого я в жизни не видела не только вокруг себя в Москве, но даже и в питерской рабочей мысли, вероятно, несколько еще возросла в процессе той кропотливой и неблагодарной работы, которую представляло собой химическое переписывание. Иронизировала Анна Ильинична впоследствии. Зиму 1897-98 года она прожила в Москве, а затем уехала вместе с матерью за границу.